Приветствую вас, самые тонкие, самые нежные, самые красивые девушки этого мира и пространства. Я приветствую на канале Ева Оракул. Сегодня для вас будет из потока тема, какой мужчина идет в вашу жизнь. И причем, вы знаете, сегодня будет два варианта. И мужчина не спешит, он не на пороге, он придет ровно в тот момент, когда вы этого хотите. Я вот уже из потока начала, пока настраивалась на эту тему, уже с потоком мне шла эта тема. Сегодня будем на моей любимой колоде мистических моментов разбирать эту тему. Это, на мой взгляд, самая тонкая, самая приятная колода для этой темы. Вот, мы сегодня с вами будем разбирать этот вопрос. Загадывайте первый или второй вариант. Сегодня такой красивый пейзаж, журчащий ручеек. И вы знаете, вот как этот ручеек журчит, так и мужчина в вашу жизнь придет, понимаете, не врываясь, не с какими-то, знаете, не с ноги, не ураганом, а спокойно, ну, понимаете, вот спокойно, в нужный момент, да, вот эта карта для всех, спокойно, в нужный момент, в правильное, знаете, в нужное время, в нужном месте, да, с правильными людьми. Вот это абсолютно будет про вашу встречу. Ну что, пока я настраиваюсь, у меня тут почему-то вот одна колода выпрыгивает, не хочет она начинать. Ну, понимаете, тут перед тем, как начать расклад, видите, карта выходит, чтобы вы поняли, что это расклад для вас. Вы очень женщина, которая умеет любить. На этом канале женщины, которые хотят любить, умеют любить. И вы кликнули на это видео, потому что вы понимаете, что вы больше никуда не спешите. Ваше вас найдет. В общем, если вы себя узнали, загадывайте первый или второй вариант. И мы будем с вами разбирать единички. Уже идет на вас первая карта, мои хорошие. Четверка жезлов. Смотрите, как она классно резонирует с сегодняшним пейзажем. Вы знаете, мои хорошие, первый вариант единички. В вашу жизнь придет мужчина, с которым вы сможете создать семью, создать отношения, брак, длительные отношения. Вот что-то, знаете, вот такое основательное. То есть в вашу жизнь идет мужчина стабильный, спокойный. Видите, в этой карте все говорит о том, что все уже сложилось. Есть дом, и он не маленький, да, есть какое-то пространство, есть социум, есть все огоньки зажжены. Понимаете, вот даже вот на этой карте четверка жезлов, это в принципе всегда карта о стабильности, благополучии, да, но именно вот в этой карте, да, она про отношения, про то, что у вас будет союз, в котором будет все, что вы хотите, все, что вам нужно. Шестерка кубков. Интересно, сегодня эта карта, вот она в колоде подмялась, видите, как-то, я не знаю, как так случилось, она была в упаковке, я ее, видимо, неаккуратно сложила, и вот она который раз мне мозолит глаз, понимаете, шестерка кубков. Опять про эмоции, про чувства, про то, что будет гармонично, вам хорошо будет в этом союзе. То есть в вашу жизнь идет человек, с которым вы наконец-то найдете тот покой, то чувство, знаете, вот защищенности и гармонию, когда никуда не нужно спешить, ни за кем не нужно гнаться, никого не нужно уговаривать, никакого мужчину, знаете, вот не нужно быть для него, вот знаете, вот такой вот женщиной, которая дает направление, да, которая все время ведет этот процесс, да, королева мечей, потому что вы привыкли, может быть, во многих ваших отношениях быть женщиной, в которой вы рулите, в которой вам все равно так или иначе нужно мужчиной управлять, но в вашу идет жизнь мужчина, в котором вот вы из этой роли женщины, которая рулит процессом, рулит отношениями, выйдете, потому что вы, вот я смотрю, да, вы от этого очень устали, понимаете, и вы, понимаете, по справедливости вы уже хотите совершенно уже других отношений. Вы больше в эти игры не игрок. Поэтому, знаете, сегодня вот очень хороший такой расклад. Я вот сама вот погружаюсь в вас. Это такое, знаете, спокойное состояние, когда ты не бежишь за этой какой-то звездой удачи. Ты просто знаешь, что она придет в твою жизнь в нужное время. Поэтому, знаете, это вот такое вот состояние, взять коктейль у вас, знаете,
Ну, а мужчин, знаете, потянуть в трубочке коктейль, может быть, вы любите это делать. Я не знаю, почему мне так захотелось это вам сейчас продемонстрировать. Ну, то есть, это, знаете, вот как потянуть трубочки коктейля и сказать, что ну вот все в моей жизни будет, все придет в нужный момент. Вот у вас сейчас такой настрой по поводу отношений и по поводу того мужчины, который должен прийти в вашу жизнь, понимаете? Да, ну вот видите, восьмерка кубков, все про кубки. То есть это будут отношения, в которых будет абсолютно все, что вы хотите. Будет и радость, и будет и динамика, будет и интерес, и будет стабильность, и будет, ну, как бы это будет, понимаете, вот абсолютно такой полный букет. Это абсолютно вот то, чего вы хотели, чего вы ждали. Ни больше, ни меньше. Вы будете этим очень довольны, вы будете спокойно как бы в это идти, без всяких там тревог, а он мне нравится, не нравится, а я ему нравлюсь, не нравлюсь. Вы не будете кликать на раскладку, который у меня есть, кстати, на канале, там его чувства, а что он думает обо мне. Вам все будет предельно понятно, понимаете? Вам все будет предельно понятно о сердечных отношениях. Вот. И здесь сейчас выходит карта тройка мечей. И она, понимаете, вот она именно в этот момент выходит, когда я вам об этом и говорю. Почему вы в таком спокойном состоянии? Потому что вы пережили с мужчинами такие переживания, неопределенности, нестабильность. Завтра есть, сегодня нету. Он завтра есть, завтра его нету. Сегодня у него хорошее настроение, завтра у него плохое. Сегодня у него есть деньги, завтра нету. То есть у вас были разные вот эти вот, понимаете, переживания на тему мужчин. И вы настолько сыты по горло, вот я когда сейчас погружаюсь в вас, вот правда, у вас такое состояние дзен. Вам как бы, знаете, вот это не то состояние, что воля, что неволя, все одно. Нет, это состояние абсолютно, знаете, вот такой императрицы. Опять восьмерка чаш выходит, понимаете? Ну вот вы прошли просто огромный путь. Вы прошли огромный путь, и вы хотите только верность, взаимность, никаких игр. Видите, вот, кстати, интересно, на восьмерке кубков здесь все карты парные. Вы больше не хотите не взаимности, вы не хотите брать на себя больше в отношениях, вы не хотите, чтобы там мужчина брал больше, а вы были так. Вы хотите абсолютной взаимности, вы к этому готовы, и у вас состояние, понимаете, вот я не могу слово подобрать, вот как будто бы вы просто спокойно знаете, что у вас это будет, потому что вы настолько, вот знаете, сыты по горло, тем, что было, десятка пентаклей. Вы настолько сыты по горло, поэтому вам в жизнь идет мужчина, десятка пентаклей, стабильный, спокойный, на которого можно положиться, с которым можно идти по жизни, который, понимаете, будет именно вот мужчиной в полном смысле слов, с которым можно создавать семью, с которым можно мечтать о доме, о будущем, с которым, понимаете, все расцветает. Вы сама расцветаете с таким мужчиной. Слушайте, мои хорошие, очень-очень классный расклад сегодня. Сейчас колода шалит. Колода сегодня шалит. Колода сегодня шалит. И знаете, почему она шалит? Потому что мужчина, знаете, вот он как бы... Вот я сказала, что, кстати говоря, по срокам непонятно, когда там человек придет. Давайте посмотрим. Потому что мне идет, что человек придет не, знаете, вот не сегодня-завтра, но это, знаете, вот как будто бы жизнь вас сейчас готовит по какому-то пути, да. Сейчас вот как будто бы ваша судьба расставляет все, вот знаете, фигурки на шахматной доске, чтобы королева сделала свой ход, чтобы король сделал свой ход. То есть и колода, она то так, она у меня то так. Одна карта у меня вообще первый раз такой в жизни, чтобы у меня карта на колоде погнулась. И погнулась та карта, чтобы меня привлечь мое внимание. Именно шестерка чаш. То есть карта, понимаете, когда вы уже, ну вот вы понимаете, вы настолько готовы к любви, и вы как бы спокойно. Вот, кстати, на этой карте, вот почему. Потому что на этой карте, это именно то, что я пыталась вам, Слава, найти. Как она, видите, она спокойно ждет, она спокойно прилегла, она спокойно ожидает, даже не ожидает, она просто понимает, что это в ее жизни будет, и она спокойно в этом состоянии, расслаблена, понимаете? Вы не будете больше, а когда же оно придет? Ну, когда это случится? Ну, как? Это вообще не про единичек. У единичек сейчас состояние, как бы, ну вот, не знаю, дзен, такого покоя, принятия в хорошем смысле слова, что вот оно придет, и все будет хорошо. Я ни за кем не бегаю, в мою жизнь это придет. Вот и все.
Тяжело сегодня колоду мешать, потому что карта погнулась. Вот, иерофант идет, понимаете? Вы настолько уже умудренная, вы уже съели пуд соли, вы знаете, какие отношения вы хотите, какие отношения вы не хотите. Поэтому в вашу жизнь идет отношение, где вы сможете глубоко общаться с человеком, где мужчина будет способен поддерживать и интеллектуально, и эмоционально зрелый человек, который сможет поддерживать все абсолютно, вот знаете, как сказать, ваши потребности во всех смыслах. И разговоры, и интересы, да, то есть, ну, и это будет не, знаете, на каком-то поверхностном уровне, это будет именно на той глубине, которая необходима вам. Потому что вот я смотрю, единички, вы как будто бы устали от вот этих вот, знаете, вот такие вот, как будто бы вам не давали той глубины, да, которые вам нужны, потому что вы очень одухотворенная, вы женщина с опытом, вы женщина с багажом, вы женщина, которая... Девятка пентаклей, да, вы женщина, которая уже, знаете, много чего прошла, много чего имеет, у вас есть большие наработки, и в том числе и в отношениях, поэтому... Мои хорошие, очень, почему-то мне хочется вас сегодня называть мои хорошие, понимаете? Вот я не знаю почему, может быть, мужчина будет так говорить, моя хорошая или моя солнышко, то есть он как-то вот будет так к вам обращаться, не киска, котик, а вот как-то вот, знаете, моя хорошая или вот что-то такое вот идет. Я просто не употребляю вот это мои хорошие особо, но почему-то сегодня вот это вот мои хорошие идет, потому что человек как будто бы, знаете, такой зрелый, вот он с такой теплотой будет к вам обращаться. Вот такой вот мужчина идет в вашу жизнь. И это, знаете, вот это правда, вот это не на пороге, не насколько, не завтра, не послезавтра, нет, это встреча, запланированная судьбой, опять иерофан идет, понимаете, это все настолько, как бы, Богом созданное, понимаете, вот сочетание, вот видите, вы с ним вот так вот и вот так вот. У вас будет и ментальный диалог, и по карте силы, понимаете, у вас будет и такой немножко, как бы в сексуальной жизни у вас тоже будет с ним хороший контакт. И вы будете чувствовать, что вы с ним равны, потому что когда есть вот это ощущение притяжения, равенства, то и во всех сферах, и в том числе в интимной сфере, у вас будет очень хорошая, как бы, коннект, связь у вас будет. Коннект. Ну, я же говорю, связь, она будет по всем чакрам. Но, знаете, не только на первой чакре, на второй, или только там на вишутхе, например, или на сердечной чакре, там, на какой-то коронной чакре, не на одной какой-то чакре. Это будет соединение по всем чакрам. Отшельник. Ну, вот видите, то, что я говорю. Это будет соединение как бы вот по всем чакрам, как два корабля сойдутся. Понимаете, вот эта карта, она прям сегодня и как оракул работает, и как таро. Отшельник, потому что вы, понимаете, вот в этом союзе вы как будто бы найдете все, что вы хотите, и вам не захочется больше ни о чем думать, ни о чем мечтать. Вот вы будете, знаете, вот ваша пара, и то, что вы найдете, вам даже захочется немножко как бы уединиться, потому что вы наконец-то успокоитесь, вы уже спокойны, потому что вы знаете, что в вашу жизнь такой человек придет, вы уже спокойны. И даже, вы знаете, у вас есть такой немножко момент, как бы будет, не будет, как бы я принимаю любой исход. Ну да, потому что, ну, вы знаете, что будет, вы чувствуете, но в то же время вы довольны своей жизнью, вы принимаете как бы любой исход. Вот как оно будет, так и будет, понимаете? Поэтому вот это вот очень такой важный нюанс, вот, который вам нужно как бы понимать, что вы сейчас в правильном очень состоянии, да, хотя вы себя чувствуете, видите, вот такой вот вы ангел в клетке, потому что и здесь эта карта, понимаете, она восьмерка мечей, вот она во многих раскладах выходит все-таки как очень такие ограничения. Нет, здесь не ограничения, ваша клетка настолько тонкая, вы все равно в очень хорошем пространстве, вы сейчас в классном положении, ваши крылья вылезли, да, вы пока не летаете, не порхаете, вы пока в своем пространстве живете, в своей клетке, но вы понимаете, что эта клетка, она рассыпется, когда придет нужный момент. Понимаете, вот первый раз такой расклад, когда вот я читаю эту колоду, да, восьмерка мечей, когда, по сути, это карта боли, какого-то тяжелого состояния, скованного состояния, немножко такого какого-то поражения. Но здесь, понимаете, здесь это поражение победителя, потому что, видите, уже есть крылья, есть звезды, есть чистое небо, есть пространство вокруг. Вот, это вот эти вот ручейки, которые текут, это вот абсолютно то, что у меня здесь течет. Я не знаю, вы слышите или нет. Я вам сейчас покажу, прервусь, потому что, ну, это стоит. Видите, вот здесь вот течет ручеек. Вы поняли, да? Так, сейчас поставим, вернем камеру в ее первозданный вид. На минуте 14 вам счастливым моментом, значит, этот ручеек попался.
Так, вот такие вот мои хорошие, опять эти мои хорошие. Ну что ж такое, видите, вот этот ваш мужчина, он такой аккуратный, он такой теплый, он такой интеллигентный, он такой хороший, он такой хороший, не могу, я прям сама, прям, ну, до слез хороший такой человек, понимаете, вот, ну, хороший человек, и вы хорошая, понимаете, вот все хорошее, вот это вот сегодня это хорошее, единички, это, знаете, хорошо. Все будет хорошо у единичек. Такой вот я подключилась к вам, подключилась к нему. И вы знаете, как такие два зайки. Два таких хороших зайки соединитесь, да. Ну вот, вас судьба сведет, понимаете? И это будет, ну, это будет очень классный союз, соединение, тройка чаш всего. Сегодня, я же говорю, сегодня вот единички, это все про чаш, все про пентакли, это будет эмоционально, это будет изобильно, это будет так, как вы хотите, вы найдете в этом все, что вам нужно. И вот мужчина идет, знаете, такой вот, способный вам дать все, что вам необходимо. То есть у вас будет там не одна пара туфель, а 3 пары туфель, ну, условно говоря. То есть это будет всегда чуть-чуть больше, чем вам как бы нужно даже, да, то есть это будет больше, чем базово, скажем так. И он будет больше, чем базово, как бы, чем то, что вы рассчитывали. Вот как-то так вот идет, как-то так вот. То есть вы хотите, вы понимаете, что будет хороший мужчина, а он как бы даже немножечко как бы превзойдет ваши ожидания, понимаете, вот умеренности. Он чуть-чуть превзойдет ваши ожидания. То есть вы как бы себе представляете вот какую-то хорошую картинку, вы чувствуете даже это сердцем, да, и даже вот поначалу он будет, ну да, хороший мужчина, а потом он даже немножко в отношениях как-то себя проявит, ну, превзойдет немножко ваши ожидания больше, чем вы думали. Какой хороший расклад, какая теплота разливается. Если вы знали, у меня просто по телу, да, у меня нигде нету ни пожара, ни жара, просто по всему телу равномерное тепло идет такое, знаете, вот такое тепло. И мне прям, знаете, вот я прям не могу глаза открыть, мне хочется глаза закрыть, приспустить так веки. И просто такое вот состояние, вот как там девушка, да, вот у нас была, что там у нас, шестерка, да, вот эта карта, которая вот она загнулась, чтобы я сегодня таки на нее внимание обратила. Понимаете, вот эта вот карта, это абсолютно вы сегодня. Подтверждение. Опять тройка кубков, понимаете? Вот это вот абсолютно вы. Вы сегодня, вот хочется призакрыть глаза, вот я как она, хочется призакрыть глаза и просто наслаждаться моментом, наслаждаться жизнью, потому что все, что вам нужно, оно придет как бы в нужный момент. Вот такая вот сегодня история у единичек. Я за вас очень рада, девочки мои хорошие, опять эти хорошие. Ну вот что такое? Сегодня хороший мужчина, который будет называть вас моя хорошая. Так, ну что, надо отключаться, немножко переключаться. Давайте переходить к двоечкам. Второй вариант. Дорогие двоечки. Сейчас будем смотреть вас. Энергия другая, вы другая, мужчина другой. Давайте разбирать вас. Какой мужчина войдет в вашу жизнь? С кем вас, вот знаете, это даже не то, что судьба сведет, это то, как бы вот просто к чему какой-то идет вот поток жизни такой, понимаете? Карта сила. Двоечки. Ну вот эта карта про то, какая вы сейчас. Вы сейчас собранная, вы сейчас думаете о целях, о задачах. Вы немножко в такой, знаете, немножко такой, даже в мужской, немножко такой позиции сейчас находитесь. Ну, в смысле, у вас какой-то такой внутренний тонус. Вы как бы поняли, что так, все, больше мы не киснем, больше мы не, как бы не распыляемся. Собрались, делаем. Вот у вас такое состояние. Вот, если единички все были мои хорошие, там мужчина у вас такой, то здесь вы двоечки, вы сейчас в состоянии так, собрались, нам надо делать, нам надо то, значит, отношения, окей, в сторону отношений думаем, то есть у вас какая-то такая структура сейчас пошла. И это тоже у вас пошло неспроста, вот эти вот такое состояние, такие мысли, потому что вы, ну, вы прошли сложные моменты, понимаете, здесь и двойка мечей. В отношениях, видимо, были какие-то проблемы в прошлых, или вы сейчас находитесь еще, кто-то еще находится еще пока в отношениях, но в которых вам уже просто не вмоготу, в которых уже как бы света белого не вижу, да, в какой-то уже выход найти, а выхода вы пока не видите, вот, поэтому у вас сейчас состояние такого, знаете, на грани немножко с таким с тонким расчетом, так, я больше эмоций не трачу, я больше не страдаю, я больше не включаюсь ни в какие игры, мне нужно туда, куда мне нужно. Мне нужно идти вперед. У меня есть какие-то свои цели, у меня есть свои желания. Вот вы сейчас такая, вы очень собранная сейчас, я бы так сказала. И даже, вы знаете, вас немножко двигает легкая злость. То есть вы немножко разозлились, это хорошо. Вы разозлились, это хорошо. Видите, карта императора выходит.
Вы разозлились, потому что вы начали как шахматист продумывать шаги, думать, так, я сделаю то. У вас сейчас пошел такой процесс. Я не знаю, вот вы сейчас, вы, наверное, себя сейчас узнаете. Да, карта Солнца. Потому что вы сейчас поставите себя на первое место, вы поставите свои интересы, свои желания, свои цели, свои мечты сейчас вперед, себя поставите вперед. И вы больше не будете сидеть, вот это, знаете, с ведром на голове и делать вид, что все окей. Вам больше ничего не окей. Вы хотите однозначно большего. И вы сейчас будете это больше себе создавать. Вы будете выцеплять какие-то возможности из пространства, из людей, из жизни, чтобы сдвинуться. Видите, как я включила? Совершенно очень такая структурированная. Сейчас от вас идет четкая энергия. И вы понимаете, что у вас есть мечты, желания. Вы хотите, чтобы у вас были отношения такие, как вы хотите. Вы больше не хотите ни на секунду соглашаться на меньшее. Понимаете? Вы не хотите больше никаких этих паутин, никаких страданий, никаких скандалов, никаких интриг, никаких манипуляций. Вам этого всего, карта дьявол, вам этого всего, вы этим наелись, вы этого не хотите. И здесь карта дьявол женщина, понимаете, она в женской таком обличии, да? Почему? Потому что вас эти отношения сделали даже немножечко такой жесткой. То есть вы, может быть, сейчас понимаете, что эти отношения или то, что было в прошлом, оно воспитало в вас определенный характер. Отложу карту. Шестерка кубков, она была для единичек. Она сегодня мне мешает. Не могу на ней мешать колоду. Она все равно не про двоечек, она для единичек была. Десятка пентаклей. Ну, вот видите, интересно, что вот в вашу жизнь тоже идет мужчина, такой же, знаете, опытный, зрелый. Эта карта единичка вам выходила. И у двоечек тоже, видите, в вашу жизнь идет мужчина зрелый, спокойный, который будет такой же структурированный, серьезный, настроен на цели. То есть в вашу жизнь идет человек, который будет поддерживать ваши амбиции, который тоже любит и денежку заработать, и проекты открыть. И, знаете, вот он будет как бы деловым. Вот у него будет такой деловой настрой. В вашу жизнь идет человек, у которого будет такой же уже деловой настрой, как у вас по жизни. Ну, в хорошем смысле. Это и про отношения, и про быт, и про все. Потому что вот у вас состояние, что вам надоели все эти, знаете, вот эти детский лепет. Вот идет. Детский лепет, эти все какие-то песенки, сказочки. Давай все серьезно. Да-да, нет, все, погнали. Да, как бы вот это не как единички. Здесь все уже не то, что надоело, а просто вы как бы дошли до какого-то такого предела в своей жизни, да, что вы хотите, чтобы и человек был серьезный, понимаете? Ой, класс, да? И человек был серьезный. Говорю, вы дошли до предела, вы как бы воскресли, погибли, как сказать, погибли, воскресли, переродились. И все это, понимаете, вот в таком формате. То есть идет мужчина, очень классно. Идет мужчина, который, понимаете, он тоже, кстати, прожил вот такое же состояние. Он тоже это прожил. Поэтому вы друг друга настолько поймете. То есть в вашу жизнь идет человек, который тоже прошел, съел под соли, который тоже проходил непростые моменты, и он тоже не хочет тратить время на пустое. Поэтому даже ваше знакомство, ваша встреча, она тоже будет с пониманием, что, ну, как бы сразу, как бы, вась-вась, да, вот такое вот будет. Очень классно, очень интересно. Вот я показала единичкам, если вы хотите, переключитесь. Там был ручеек, который на фоне сейчас журчит, видите, и камера теперь немножко у меня поехала. Так. Двоечки, дальше поехали смотреть, какой мужчина войдет в вашу жизнь. И здесь быстрее, чем у единичек. Я смотрю, вот у двоечек, да, то есть мужчина уже рвется в вашу жизнь, семерка жезлов, но здесь она означает, что мужчина уже тоже, он там, прям слово такое идет, заманался почему-то. То есть здесь мужчина немножко такой грубоватый может быть. Это не как у единичек, там мои хорошие, там мои сладенькие, то есть немножко здесь другая энергия у мужчины, у двоечек. Мужчина серьезный, деловой, структурированный, как бы меньше слов, больше дела. И он, знаете, вот он напористым. Вы когда его познакомитесь, вы поймете, что человек напористый, человек действенный, человек активный. Он может быть немножко показаться грубоватым, но его грубость это не его, он, понимаете, он может быть на поверхности казаться грубым, таким немножко, но внутри это просто душка.
очень мягкий человек, очень опытный, он просто такой, потому что у него жизнь была. Вот так, какая вы структурированная, серьезная, точно так же он немножко таким может вам показаться грубоватым, потому что он тоже прошел определенную жизнь, и он не больше не хочет, знаете, вот это сопли размазывать мне идет вот прям. Ну вот интересно, вы напишите мне потом, сохраните этот расклад, потому что вы потом его пересмотрите, и вас какие-то детали просто шокируют, я тут вижу. Да, пятерка пентаклей и умеренность. То, что я и сказала, понимаете, то есть у человека может быть производить впечатление немножко мужчина холодным, сдержанным, каким-то таким, знаете, скованным, как человек-футляр мне почему-то сразу же идет такое, понимаете, и вы рядом с ним будете немножко чувствовать себя как будто бы слишком такое, даже мягче, чем он, вот, то есть вы сейчас достаточно жестко структурированная, но рядом с ним вы почувствуете себя нежной бабочкой, понимаете, а вот у него на самом деле вы потом поймете, что у него внутри очень богатый внутренний мир, очень мягкое сердце, и он человек, который не словом, но делом даст вам понять, что он вас любит, что вы для него ценны, то есть он не будет там моя хорошая, там вот это вот как у первого варианта, понимаете, здесь нет, здесь мужчина, он даже может быть будет немножко иногда скуп на какие-то слова, он будет, может быть, не таким эмоциональным, будет немножко холоден, не таким, ну, как бы, не таким, знаете, вот, прям вот речи, стихи он не будет вам писать, но это мужчина, мужчина прям он такой, понимаете, он прям такой вот, не идет, он такой четкий человек, серьезный, но не в плохом смысле, в хорошем, то есть человек знаете, как говорят, как там говорят, с королем в голове, или как там, да, вот то есть у него в голове есть четкое вообще понимание о жизни, чего он хочет, для чего я общаюсь с женщиной, для чего я строю бизнес, что я с кем делаю, то есть у него все от ума. Ну, я же говорю, вот, видите, у него все, он очень расчетливый в хорошем смысле, он все продумывает, он стратег, на него можно положиться, потому что он все продумает. Понимаете? Вы сможете вообще вот с ним вот расслабиться. Потому что он император. Видите, вот дважды шахматная доска. Но это просто, я же говорю, человек очень структурный. Человек такой мозг. Классно. Вот прям вот сохраните себя. Посмотрите, какой мужчина. Он может казаться, видите, человек-футляр. Вот я так и сказала, человек-футляр. Но у него внутри богатый опыт, богатая жизнь. И вообще он, понимаете, он, как сказать, он не будет всем демонстрировать, какой он внутри. Он это покажет, продемонстрирует той самой женщине. Он откроется только той самой женщине. И он сможет быть нежным, сможет быть тонким и сможет быть уже прям вот в близости раскрываться, понимаете? Да, король мечей, ну видите, в женском, вот он король мечей, он холодный, но вот эту свою тонкую натуру, даже какие-то немножко мягкие женские качества, которые в мужчинах тоже есть, понимаете, инь-янь, вы это увидите уже в таком более близком общении. Интересно, вот я почему хотела, думаю, сегодня сделаю один вариант, а потом, когда взяла колоду, я записывала это видео как один вариант для всех. А потом, когда взяла колоду и начала говорить на камеру, я понимаю, что это будет два варианта, когда вошла в поток. Вот, когда она уже на эту тему настроилась на вас, и поняла, что будет два варианта. Потому что, видите, первый, второй вариант – это совершенно две разные женщины, два разных состояния и два разных мужчины, абсолютно разные мужчины. Но что объединяет, понимаете, что объединяет, видите, а карты выходят похожие, но в разном контексте. Здесь, понимаете, мужчина, это карта про него в данном случае. Мужчина, он, что у нас там, восьмерка, да, мечей? Мужчина, у него, вот я говорю, человек-футляр, то есть у него, он постоянно жил какой-то в ограничениях, может быть, он в каких-то органах работает, может быть, он просто привык жить или рос в такой семье, где нужно быть правильным, как-то себя сдерживать или еще что-то такое, но у него настолько богатая душа, у него настолько, вы в нем столько всего откроете, и вы его выпустите из этой клетки. Вот он после встречи с вами, у него как бы как распаковка такая произойдет, понимаете? Вот у него как будто бы его эти пуговицы на футляре мне идет, да, вот на этой форме, они как будто бы, вы представляете, у него пуговицы, вот просто я говорю, и карта отвечает, понимаете? Вы в его жизнь ворветесь, понимаете, вы в его жизнь ворветесь. И вот понимаете, вот и что произойдет?
Вы в его жизнь ворветесь, и вы будете очень счастливы. Десятка кубков, конечно. Можно даже не смотреть на название карты, потому что нарисовано на этой карте. Это уникальная колода мистических моментов, я ее обожаю. Вот я сразу поняла, что это десятка кубков, это счастье. То есть он станет эмоциональным, чувственным. Он свой футляр распахнет перед вами, и у вас, понимаете, у вас будет очень классная жизнь. Супер, просто супер расклад, супер двоечки. Это тоже, понимаете, мужчина, который благодаря встрече с вами узнает о себе и о ваших отношениях, и о любви, то, что он не знал до этого. И он будет вам очень благодарен, да. Он будет вам очень благодарен, он просто сделает вас своей императрицей, понимаете? Он сделает вас своей императрицей. Карта влюбленная, императрица. Мужчина, понимаете, он выйдет из своего футляра, он привык быть таким. И тоже не благодаря, знаете, не от хорошей жизни, не от хорошей жизни. Очень, очень, очень классный сегодня расклад, поток очень спокойный, потому что у единичек, что у двоечек нету никакой торопливости, есть четкое понимание, с чего начали расклад, тем мы закончили, понимаете, для всех карта еще раз, подтверждение, совет, четкое понимание, что вот с чего начали, тем закончили. Это придет в нужное время, в нужный момент. И видите, вы никуда не бежите, вы расслабленно сидите и наслаждаетесь этой жизнью. Что единички, что двоечки, дорогие мои. То есть у вас сейчас такой момент, вот я сейчас говорю, вот я, когда сейчас начала это делать расклад, вот я тоже сейчас в таком состоянии, понимаете, вот вы почувствуете, наверное, сейчас это состояние, вот просто хорошо, журчит ручеек. Я вам показала, да, оставлю тайм-код. Журчит ручеек. Спокойно, жизнь неторопливо идет своим ходом. И своим ходом такой человек входит в вашу жизнь. И эти отношения тоже начинаются не в суете, не в какой-то погоне, не в каких-то непонятках, а спокойно, своим ходом, своим чередом. И не будет никаких вопросов. Да, понимаете, не будет вообще никаких вопросов. Вот это вот состояние, в котором вы раньше жили, да, вы поймете, вспомните, как вы так жили все время с мужчинами. Он вроде есть, его нету, да, и вам все время нужно что-то выкручиваться, что-то себя успокаивать, как-то себе. То есть это все настолько будет в прошлом. Вы вот этого состояния свое вспомните прошлое, и вы подумаете, боже, вообще, как я жила, понимаете? Да, вот это, видите, 3 карты вышли. Как я жила? Подтверждение сразу же. Я только о чем думаю, сразу же карты выходят. Императрица, понимаете? Вот это уходит, а это приходит. Состояние абсолютного изобилия, когда мужчина вас ставит на трон, он ценит, он понимает, для чего женщина, какая женщина. Такую женщину нужно боготворить, ухаживать, одаривать. И, возможно, если вам это актуально, создавать с ней семью и рожать детей, понимаете, потому что женщина, чтобы она раскрывалась и проявляла себя по полной. Вот такой вот один очень классный сегодня расклад, дорогие мои хорошие, первый вариант, и дорогие миледи, второй вариант. Сегодня у нас 2 разные девушки пришли. Или, может быть, вы знаете, посмотрели вы 2 варианта, и вы поняли, что вы и себя и там узнали. Потому что в обоих вариантах приходит мужчина очень достойный. И приходит очень спокойно, появляется в вашей жизни. Да. Ну да, ну вот, понимаете, вот раньше было так, все ваши эмоции, сердце, оно было зажато вот так, а приходит, понимаете, совершенно новая жизнь, когда всего достаточно, изобильно, 10 жезлов, когда, понимаете, ну здесь она настолько, эта карта в хорошем смысле, да, что у вас будет даже больше, чем вы хотите, чем вы мечтаете. Вот такой вот сегодня хороший расклад. Это та самая 6 кубков, которая была у единичек. Это состояние, в котором вы сейчас все находитесь, и двоечки, и единички, понимаете? Состояние, что все будет как надо. Я вам желаю, чтобы все это воплотилось. Пишите в комментариях, принимаю, благодарю, ставьте сердечко просто, чтобы для подтверждения, что я увидела, что вам этот расклад понравился, что вы его услышали, что вы нашли что-то здесь полезное. Даже если вам нечего сказать, одно сердечко в комментарии будет вполне мне достаточно, и понятно, что вы, да, но если вас это зацепило, вы хотите что-то поделиться, рассказать, я с удовольствием читаю ваши комментарии. Пожалуйста, оставайтесь на канале, подписывайтесь, если вам интересно, если вам здесь хорошо, и возвращайтесь снова. До новых встреч. С вами была Ева, ясновидящая, целитель, мастер рейки, таролог, в общем, интуитивный чтец. В общем, все для вас на этом канале. С вами прощаюсь. С вами была Ева.